Вы на канале Просто Наталка. Перед просмотром данного ролика советую прочесть описание. Приятного просмотра. Наши тапочки начинаются с малого, а именно с того, чтобы определить размер вашей ножки, сделать подошву и вырезать ее, как показано в ролике. Самый простой способ – это попросту обвести свою ногу, вырезать ее, а позже обвести получившуюся стельку, в моем случае на войлоке, в вашем случае, возможно, фетр, возможно, какой-либо тонкий тканевый материал. Зависит только лишь от ваших вкусовых предпочтений. Стельку обводим без припусков, обвели и вырезаем. В моем случае портновскими ножницами. Упомянула именно портновские ножницы я не просто так как сама подошва у меня, в моем случае, двухслойная. Два слоя будет резать крайне тяжело какими-либо обычными канцелярскими ножницами. Далее приступаем к самому принципу. После сшивания на машинке двух слоев подошвы, если у вас один слой, вам этого делать не нужно, набираем нужное количество петель по контуру подошвы, если можно так назвать это. Далее начинаем вязать самый начальный простой тунисский узор. Для начала просто вяжем столбики без накида, но не закрывая петли, а оставляя их на крючке. Далее вяжем по узору, показанному на видео. Вяжем мы крайне длинным тунисским крючком специальным, но если у вас его нет, вы можете использовать обычный крючок без ручки. Навязав нужную высоту, начинаете убавлять петли. Вязание убавок начинаем с начала ряда, с третьей петли. В конце 2 петли провязываем вместе. Уклон нужен для того, чтобы тапочки сидели более плотно. И еще для того, чтобы при желании вы смогли продолжить вязать высоту тапочек до того момента, пока они не превратятся в луги. При достижении нужного уклона попросту сшиваем. Как по мне, более подходящее здесь именно сшивание крючком, так как оно дает большую надежность. Саму подошву к тапкам я пришивала с помощью шила и иглы. Так как материал крайне плотный, и, как по мне, лучше всего справиться именно таким способом. Далее, для того, чтобы завершить наш процесс, мы делаем на тапочках вот такую вот прекрасную сборочку. Существует еще несколько способов сборки, но мне понравилось именно вот данное. Поэтому следите за руками. Работаем ниткой в тон пластиковой иглой. Вязальным маркером в виде булавки закалываем нужное нам место и начинаем сборку. После окончания сшивания убираем булавку и начинаем формировать бантик. Но если вы все-таки решите вязать по этому принципу уги, вы можете после момента окончания уклона вязать попросту в высоту, без каких-либо убавок, столько, сколько вам нужно. Далее с помощью декоративного шва формируем перемычку. Вы можете также сделать их несколько штук для более эстетичного вида. Вот такие прекрасные бантики у нас получились. А теперь вы можете взглянуть на вид готового изделия. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки и читать описание к видеоролику. До новых встреч!